Всем очень большой привет, меня зовут Сергей Морозов, и вы находитесь на YouTube-канале «Торговать нельзя инвестировать». Сегодня мы с вами будем смотреть такие ключевые для России активы, как индекс Московской биржи и фьючерс на него, РТС, доллар к рублю, Сбер, Газпром, это все с фьючерсами вместе с ними, с акциями. ВТБ, к сожалению, только акции, поскольку фьючерсы временно не торгуются. Затем мы будем смотреть акции Магнита и Роснефти. А вы, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой одноименный телеграм-канал «Торговать нельзя инвестировать», ссылку на который вы видите на экране, а также в описании к этому ролику. Здесь вы можете в гораздо более легкой, наверное, форме пообщаться со мной, выразить свои идеи, предложить их, предложить свои скриншоты, как вот, например, мы здесь с нашим коллегой и добрым подписчиком общались с Алексеем и Тони, и в других постах с теми подписчиками, которых больше интересует американский рынок и золото. Например, обязательно подписывайтесь, задавайте свои вопросы. В информации телеграм-канала и в описании YouTube ролика есть ссылка на моего телеграм-бота, в котором я вам очень рекомендовал бы использовать, посмотреть как минимум несколько платных услуг. Это платные услуги с телеграм-каналами, значит, вот они. Я обожаю торговать NASDAQ, торгуем, значит, NASDAQ. Ну, вообще, на самом деле, надо заменить, мы уже торгуем S&P, ETF на S&P. Активная торговля криптой, перечислены, в общем-то, все монеты: Ethereum, BNB, BCH, Bitcoin Cash, Ripple, Cardano, Dogecoin. И iRussian Market Future и акции торгуют юань почти каждый день. Значит, в этом наборе есть фьючерсы на Сбер, на Газпром, на ВТБ, на S&P, на московской бирже, кстати говоря. Есть торговля акциями Магнита и Роснефти. Это то, что мы с вами обозреваем. Я сам это использую. И, собственно говоря, есть торговля юанем на дневном графике. А следующий телеграм-канал — это торговля юанем на двухчасовом графике. Чуть более частые сигналы, понимаете? Но в целом как будто бы даже разницы нет. Поэтому можно смело пробовать для себя именно этот канал. Или этот канал, тут уж как захочется. Также платный разбор любого актива и обучение. И бесплатные рекомендации, которые я вам рекомендую. Итак, погнали. В первую очередь мы с вами будем смотреть индекс Московской биржи. Индекс Московской биржи на месячном графике нам показывает слабый месяц продаж. Находимся мы в зоне покупок, ее пытались пробить, в общем-то даже прокалывали, как вы видите, но цена находится в зоне, в области зоны покупок, и поэтому мы пока можем говорить о том, что покупатель живет. И в общем-то на самом деле я не думаю, что будет происходить что-то критичное. Даже вот эту вот точку ставил, в общем-то почти сюда коррекция и произошла. Я думаю, мы еще немного отскочим и свалимся к уровню 29.59. После чего, я думаю, что мы можем начать наши покупки при формировании ложного пробоя. Как минимум на обновление этого максимума. А может этого и не будет, если мы дойдем до уровня 2.835. Поскольку если мы дойдем до уровня 2.835, вполне можно будет ожидать уровень 2.450, может быть даже еще немного глубже. Это уровень 2.200, 2.150. Вот сюда мы можем прийти, в зону покупок. На самом деле, по большому счету, это единственная реальная зона покупок. Здесь везде, по всему этому росту, ни одной зоны покупок на самом деле хорошей нет. На недельном графике, рассматривая текущее снижение и попытки расти, мы можем сравнить следующее. Во-первых, здесь произошел аптраст, здесь произошел неоднократный тест уровня перекупленности, как вы видите, в связи с этим свалились. Произошел тест зоны продаж, в связи с этим свалились. И свалились очень хорошо. И пока что мы с вами видим, что в начале покупатель восстал прям очень хорошо за считанные дни, минуты, часы. Да? То, что раньше мы делали за раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 дней, да, теперь мы сделали за один день. Очень большая разница. Однако потом продавец вновь атаковал, на самом деле атаковал хорошо. А вот покупатель уже повторно попытавшись вырасти, вырос
не очень хорошо, вырос он даже плохо. Это говорит о том, что у нас продолжается всего лишь навсего коррекция, и потом будет происходить дополнительное снижение. Обновляем минимум 2.960, 2.959.29, если быть более точным. А вот здесь именно такой минимум. Поэтому на недельном графике мы видим текущие покупки как плохие покупки. Ну и по большому счету, конечно же, заставляет расти весь индекс непосредственно акции Сбербанка, которые сейчас находятся в хорошей стадии роста. Я их покупаю, не акции, а фьючерсы, и мне комфортно, и мы об этом сейчас поговорим подробнее. Итак, что я здесь вижу? Я считаю, что вот это снижение было у нас в рамках 5 волн снижения. Как это дело происходило? Ну, совершенно очевидно. Первая волна, вторая волна, третья волна, четвертая волна и длиннющая пятая волна с очень большим растяжением. Потенциально здесь закончилась волна А. Вот она. Дальше. Малая волна А, состоящая из двух волн А, Б и С. Далее волна W, которая как будто бы состоит из 5 волн. Здесь была первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Очень странно. Может быть, это выглядит вот так. А, Б и С. Понимаете? Может быть, это выглядит так. Тогда мы можем учесть здесь волну W. Здесь А, Б и С волна X. Ну и вот здесь, к сожалению, А, Б и С разглядеть проблематично. Мы просто так хорошо падали. Но потенциально это могла быть волна Y соответственно. Затем, таким образом, сделав вот эту вот W, вот эту X и вот эту Y, мы можем завершить волну B. Потенциально мы еще могли бы сделать, еще расширить эту волну B, вот сюда вправо, сделав здесь А, Б, С, это волна X, А, Б, С, это волна Z. Да? Завершив волну B, мы только потом начнем расти. Я думаю, что этого не будет. Двойной тройки вполне себе достаточно вот этого движения W, X, Y. Теперь мы должны ожидать волну C. Волна C как будто бы начинает приобретать форму сужающейся диагонали. А, нет, секунду. Давайте мы сравним лучше. Давайте мы лучше сравним. Значит, здесь была первая волна, она была такого размера. Вторая волна была большой. Третья волна больше, чем первая. Значит, и теперь третью волну мы можем ожидать вот к этому уровню. А давайте теперь сверим, какой у нас была вторая и четвертая. Вот у нас была вторая волна. И поставим ее на четвертую. И мы видим, что четвертая волна больше второй. Поэтому у нас здесь формируется расширяющаяся диагональ. Это тогда, когда каждая следующая волна больше предыдущей. Конечно, пропорциональность второй волны и четвертой волны вызывает невероятные вопросы. Ну что поделать, рынок несовершенен, я тоже, может быть, я ошибаюсь. Но выглядит все как-то так. Во всяком случае, пока. Поэтому я бы ждал рост волны C до уровня 327 950 или до уровня 331 225. То есть по большому счету рост сюда и снижение. Либо чуть выше. Да, потому что в пятой волне тоже должно быть 5 волн роста. Есть первая, вторая, там, допустим, третья, четвертая и пятая. Формирование ложного пробоя, откат, здесь заходная точка входа и, соответственно, шорт. Снижение. Стоп-лосс, конечно, за максимум. Итак, и при этом мы сейчас видим, что у нас идет очень большое количество продаж во время того, когда снижение не происходит. Эти продавцы должны отдать свои позиции. Я надеюсь, что это здесь произойдет. То есть цена здесь немножко потопчется. И у нас будет набираться сутки, двое-трое, может быть, кумулятивная дельта синего цвета. Как только это произойдет, у нас будет очень большое снижение. Самое главное, это получить боковик и синюю кумулятивную дельту. Тогда мы сможем говорить о снижении. Ну а пока даже на дневном графике нам подтверждают некоторый рост в связи с тем, что вот у нас каждые следующие продажи хуже и хуже. Вот здесь были хорошие продажи, здесь хуже. Видите? Поэтому вынос так и просится вверх. Индекс московской биржи локально рекомендую покупать. Вы можете сделать это вот так, на пробой с минимумом, со стопом за минимум пятницы. То есть вот у нас
Вот она, точка входа. Где-то, ну, 320 тысяч со стопом 316. 4000 пунктов, поинтов, это стоп-лосс. И потенциал роста получается с отметки 320, потенциал роста 8000 поинтов. Ну, соотношение 1 к 2 не очень привлекательно, а вот здесь будет уже привлекательно, почти 1 к 3. Теперь мы смотрим на месячный и на недельный график по индексу РТС. На самом деле месяц этот получился очень хорошим, мы сильно восстановились, если сравнивать, например, с тем, что раньше мы делали за 2 месяца или даже за 3, почти то же самое смогли сделать за 1. В общем-то, это можно сказать именно о хороших покупках. Вот. Но смотря на недельный таймфрейм, вы видите, что последние 2 недели покупатель идет крайне вяло. Да, конечно, продавец его не встречает, потому что объемы снижаются, но все-таки я думаю, что мы можем говорить именно о слабом покупателе. Все-таки о слабом покупателе. Еще очень важная причина заключается в том, что мы тестируем уровень аптраста. Значит, у нас произошел здесь ложный пробой, и тест этого ложного пробоя, в общем-то, это нормальная история, когда так случается. Мне очень жаль, что вот на самом деле до этой зоны продаж совсем чуть-чуть не смогли дойти, ну, совсем чуть-чуть, и цена свалилась без меня. Цена была в области уровня перекупленности, почти протестировала зону продаж и сделала аптраст. Сейчас тестирует этот аптраст на сниженном объеме. В общем-то, тут даже на самом деле можно попробовать сказать о том, что и у покупателя не очень хороши дела, поскольку именно он атакует уровень аптраста. Поэтому, скорее, да, у покупателя плохие дела. Глобально я рассматриваю на недельном графике эту картинку как первая волна, вторая волна и дальше должна быть волна 3, то есть с целью на снижение примерно 82,5 тысячи. Затем четвертая волна и пятая волна на снижение, которая должна обновить исторический минимум 65 тысяч. Я думаю, что снижение должно быть. Причина этого снижения глобально в том, что мы вот двигаемся вверх с одной и той же точки. Раньше мы двигались за 2 месяца до уровня 1210. Потом мы за 2 месяца двигались до уровня 1125 примерно, а потом за раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 месяцев мы двигались до уровня, даже 12 месяцев мы двигались до уровня 1125, и только 13, 14, 15 месяц и даже чуть-чуть 16 позволил нам достичь отметки 1210. Это говорит именно о слабости покупателя. Здесь сформирована лесенка стоп-лоссов. Этих стоп-лоссов на недельном графике много, на дневном графике их еще больше. На самом деле это выглядит вот так. И, как правило, чаще всего эта лестница собирается очень быстрым и большим движением. Поэтому не пропустите его. Обязательно рассматривайте в торговлю индекс РТС. И я думаю, что это необходимо делать на шорт все-таки. Теперь мы смотрим индекс РТС на дневном графике и на часовом графике. На дневном графике я считаю, что у нас была первая волна на снижение. Теперь идет вторая волна. Первая волна, но она даже здесь невооруженным взглядом видна как первая волна, вторая, третья волна, четвертая и, соответственно, пятая волна. Вот. Дальше у нас последовала коррекция в рамках второй волны. Но надо сказать, что на самом деле она уже достаточно глубоко вверх ушла. Мы протестировали зону продаж. Тут на самом деле откат просто не очень хороший был. Я-то ожидал, что в течение недели вот у нас будет что-нибудь так. Пятница, четверг, среда, вторник, понедельник. Что мы вот так вот скорректируемся. Сделаем здесь ложный пробой. И у нас пойдет рост. Но в конечном итоге этого не произошло. Коррекция произошла очень быстрее, скорее всего. И ситуация выглядит, как будто бы здесь сделали какую-то вот такую пятерочку. Не очень красивая, особенно четвертая волна, совсем незаметна. Особенно по отношению к этой второй. Вот. Более того, тут ситуация может быть такой, что мы сделали там, допустим, первую волну тройкой, вторая волна, дальше, допустим, третья волна, четвертая волна тройкой и пятая волна будет еще тройкой. То есть у нас будет вот такое движение. Раз, два, три, например. Да? Мы сделаем здесь ложный пробой.
и у нас начнется большой шорт. Понимаете? К тому же на дневном графике прямо сейчас мы находимся в зоне покупок. А из зоны покупок у нас ожидание какое? Это покупки. Поэтому отсюда я бы ждал все-таки небольшого отскока вверх для того, чтобы здесь на 118-150 сделать ложный пробой. И потом повалить дальше вниз. И очень круто. То есть вот такую картинку надо бы еще доделать. Согласно кумулятивной дельте у нас много продаж. Мне кажется, они поторопились, и здесь они их отдадут на этих вершинах. Я потихонечку начинаю делать для себя разметку по фьючерсу на юань и по юаню непосредственно. В общем, на данный момент времени мы видим достаточно серьезное снижение. Это примерно то самое снижение, которое мы с вами ожидали. Только ожидали его по доллару и ждали на отметку 81,7. Но я так посчитал, минимальную оценку юаня к рублю и максимальную на этот момент времени оценку доллара к юаню, у меня получилось так, что доллар по отношению к рублю вот в этот момент был на отметке 79, ну считайте 80 рублей. 79.02 кажется, да, что-то в этом духе. И можно сказать, что цели по этому снижению были выполнены. Дальше что мы с вами наблюдаем? Наблюдаем очень хороший двухдневный рост, особенно вот в рамках одного дня был очень хороший рост. Дальше у нас с вами наступила коррекция. Я считаю, что здесь была первая волна, вторая волна, там дальше вот такая третья, маленькая четвертая и пятая волна. Таким образом, на часовом графике мы завершили первую волну, и затем у нас тройка на снижение, волна W, тройка роста, волна X, и вот такая маленькая троечка на снижение, волна Y. Тройка роста здесь уже не очень красивая получается, но это все еще может быть нечто такое, волна X и попытка снизиться сюда в рамках волны Z и только потом начать расти, да, сделав ложный пробой здесь и начав расти как минимум к отметке 12.80. Поэтому в целом я бы рассматривал именно рост данного актива, особенно учитывая, что пятница почти поглотила четверг. В пятницу в последние несколько часов торгов были слабые продажи. Их можно пробовать брать в шорт на пробой. Мне хотелось бы напомнить, что юань я торгую в рамках двух телеграм-каналов. AI Russian Market Futures и акции, ICNY. В рамках данного телеграм-канала вы получаете большой набор из фьючерсов на акции. Это Сбер, Магнит, Сбер, Газпром, ВТБ и фьючерсы на S&P и юань. А также две акции Магнит и Роснефть. А здесь мы торгуем исключительно юань. Мой администратор совсем недавно решил сделать некоторую выкладку о том, как мы поторговали в период высоких процентных ставок, сравнивая с обычным вкладом в размере 15 годовых, которые наблюдались несколько месяцев назад. Сейчас, понятно, это уже 18 годовых, даже в условном Сбербанке, но давайте будем чуть более честными. Наша доходность за 3 месяца последних, вот, собственно говоря, выкладка, с 1 мая 2024 года по 27 июня, с 1 марта 2024 года по 27 июня доходность составила 13,13 годовых. Доходность обычного вклада за 3 месяца 15 годовых составила 3,75. Мы также можем сравнить и то, как мы идем по отношению к индексу полной доходности брута на Московской фондовой бирже. Индекс без активного управления принес доходность 17,5%, начиная со дня старта моей стратегии по российскому рынку. Это было, соответственно, 11 июля 2023 года. Старт стратегии. Вначале было очень трудно расти, индекс же рос хорошо. Когда индекс зашел в боковике, мы наоборот примерно начали в это время расти. А хотя, это рост у нас начался по сути с
с середины ноября. Как индекс чувствовал себя с середины ноября? Мы были частично вот в этом небольшом снижении, да, потом мы начали расти. Я же во время этого роста был в боковике и очень хорошо вырос, когда по российскому рынку прошла волна распродаж очень большая, я наоборот очень хорошо вырос. А результаты индекса Московской биржи полной доходности, начиная с 1 января 2024 года, ну вот где-то здесь мы начали торговаться, да, это 3,28%, ну а результаты стратегии с 1 января 2024 года 17,27%. То есть, ну, по большому счету, вы понимаете, свою доходность я сделал здесь. А учитывая, что в целом коррекция может быть продолжительной, а индекс будет в достаточно серьезном минусе, когда мы будем в очень хорошем плюсе, быстрее всего. Также хотел бы подсветить свою последнюю сделку по юаню, по фьючерсу на юань на дневном графике, это то, о чем я говорил. Достаточно меткий, хороший вход. Take Profit на самом деле этот необходимо будет двигать значительно выше, как минимум, я думаю, вот на два этих уровня. Вот на два этих уровня я буду двигать свой Take Profit, чтобы завершить третью волну. То есть вот как мы говорили, первая волна, вторая волна, третья волна, дальше будет четвертая и дальше будет пятая волна. Но мы с вами посмотрим, безусловно, за тем, как это будет проходить. Опять же, маленькая короткая рекламка скидок, которые сейчас предоставляются по данному телеграм-каналу с таким большим набором активов. Это 1200, 1800 и 2925 рублей. Стартовые цены, вы видите, не перечеркнуты, это обычные цены, к которым мы совсем скоро вернемся. Мой администратор также сделал хорошее, рассмотрел нашу торговлю, наши результаты за последнее время, пока были достаточно высокие процентные ставки в районе 15 годовых. Наша доходность за 3 месяца составила 12,32, доходность обычного вклада за 3 месяца составила 3,75, что, конечно, очень большая разница при активном управлении, есть результативность, и это очень и очень хорошо. Результаты стратегии, начиная с 1 марта 2024 года по 27 число, это вот такое вот значение. Да, была разная торговля в боковике, но тренд обязательно начинается и обязательно будет результат. Ну а с момента старта стратегии я хотел бы напомнить, в телеграм-канале выпускаю кружочки, истории. 16.07.23 был дан старт стратегии, дневной график юаня. И если сравнивать просто с хранением юаня, то мы с вами получаем на данный момент времени прирост стратегии 41,4%, а убыток по юаню за этот же промежуток времени, обратите внимание вниз на даты, составляет минус 7,2%. А сейчас мы быстренько глянем на результаты торговли. Значит, последняя моя покупка в АИ торгует юань почти каждый день, заключается здесь эта покупка. Сейчас находимся в прибыли. Take Profit, конечно, я буду переносить заметно выше, значительно выше. Ну а первая сделка в текущем контракте была здесь на покупку, и здесь закрытие этой позиции плюс 5%, первые 5%. Да? Здесь была открыта продажа, открыта покупка, открыта продажа, зафиксирована вторая прибыль. Вторая прибыльная сделка. Итого в этом месяце есть 2 убыточные, 2 прибыльные. И вот сейчас третья прибыльная сделка в этом месяце. Ну а прошлый месяц завершили замечательно. Здесь была покупка, здесь была продажа. Маленькая покупка, принесшая убыток, открыли продажу, открыли покупку, принесшую убыток, открыли продажу и закрыли продажу здесь. Дальнейшего движения, дальнейшего троса нет. И, в общем-то, мне, наверное, на этом более сказать нечего. Вы сами видите эти результаты, и мне кажется, что это того стоит. Далее я ожидаю по юаню дальнейшего роста. А также мне хотелось бы сделать небольшую паузу и рассказать про терминал, который я использую. Я уверен, это будет полезно для вас. Как вы видите, сайт называется tiger.com/ru/
слэш-терминал. Ну, достаточно набрать первое tiger.com, все остальное дальше подтянется. Как вы видите, это профессиональная торговая платформа, которая может подойти абсолютно каждому въедливому инвестору или трейдеру. Абсолютно каждому, кому недостаточно простого мобильного приложения с простым графиком, кто хотел бы видеть рынок глубже. Судя из того, что вы видите прямо сейчас на экране, вы должны подозревать о невероятной кастомизации данного терминала специально под вас, вами же. Этот терминал идеально подойдет и для тех, кто инвестирует долгосрочно, среднесрочно или краткосрочно. Говоря о ценах на это замечательное изобретение, криптолицензия предоставляется абсолютно бесплатно. Достаточно выполнить небольшие условия по подключению своего биржевого аккаунта на данных перечисленных биржах к терминалу. Либо приобрести полную лицензию, в которой будут добавлены в том числе и фондовые рынки на бирже NYSE, NASDAQ, CME, ICE, BOT, COMEX, NYMEX, MOEX и неактуальный SPBX, конечно. Вы можете обратить внимание, что один месяц стоит 3900 рублей. А 3 месяца дарят вам экономию уже 23%, 12 месяцев экономию 40%. Ну и бессрочная лицензия сэкономит вам еще больше на протяжении всей жизни вашего этого проекта. А специальный промокод, который вы теперь видите на экране, HAMS20, дополнительно дает вам скидку в 20%. Это не только эффективно, но еще и выгодно. По Сберу, к слову, я немножко ошибся в своем прошлом обзоре. Я не думал, что в рамках предстоящей недели мы так сильно вырастем и что вообще будем так сильно расти. Но когда я заподозрил неладное, я, собственно, на этой неделе открыл покупку, хотя времени было на это не очень много. Итак, вы видите, что у нас этот месяц завершен месяцем покупателя с повышенным объемом, спредом и прогрессом. Есть хвост покупателя, то есть в начале были продажи и вынос вверх, то есть мы можем еще катиться на продавцах вверх до следующей зоны продаж. Зона продаж у нас наступает в области 335-357 рублей, как вы видите. На недельном графике у нас было несколько недель слабых продаж. Значит, а покупки наоборот были очень мощными. То, что раньше делали за 2 недели, почти то же самое сделали за 1 неделю. Затем слабые продажи и очень сильный вынос. Я, конечно, надеялся, что точка входа моя будет немножко получше, и мы здесь сделаем ложный пробой этих минимумов и будем дальше расти. Однако этого уже не произошло, и, наверное, я буду рассматривать снижение уже намного позднее. И теперь мы смотрим с вами на дневной и на часовой графике, на которых мы хотим увидеть следующее. Во-первых, продажи на дневном графике были слабыми. Закрытие получилось 327.15 в пятницу, а закрытие в четверг было 327.16. То есть на 1 копейку это все-таки продажи, и продажи слабые на сниженном объеме. Это говорит о том, что покупатель не очень, продавец не очень сильный. Мы должны дальше продолжать расти в рамках этой самой 5-й волны. И несмотря на то, что вы не обращайте внимания, да, здесь, конечно, мы с вами видим серьезный гэп, однако это гэп из-за смены контракта. Моя покупка была оформлена вот здесь, да. Моя покупка была оформлена здесь, и, собственно, сейчас я по-прежнему удерживаю эту покупку в понедельник, во вторник буду переносить без убыток. Мы видим именно слабость, скорее всего, здесь не придется переживать о безубытках, скорее всего, коррекции будут минимальные, и мы все-таки будем продолжать расти. С точки зрения волнового анализа, я как рассчитывал на все это дело, как я рассматривал его. Здесь у нас типа волна А, волна Б, которая идет через тройку W, тройку X, тройку Y, тройку X, которая выглядит вот так вот. Да, вы не смотрите опять же на этот гэп, это из-за смены контракта. Но вот Z-волна очень-очень странная. То есть теоретически у нас может получиться что-нибудь подобное. Например, да, то есть у нас будет маленькая коррекция и дальнейший рост с целью сделать перехай здесь и обновить все-таки этот минимум. Вот, но мне кажется, это маловероятно. Все-таки быстрее всего
у нас была волна WXY, здесь завершили B волну, и дальше у нас была первая, вторая, там третья, четвертая, и вот это вот кусочек пятой волны. Понимаете? То есть, скорее всего, это выглядит вот таким образом. Почему я так думаю? Исходя из того, как мы вполне себе хорошо, без какой-либо остановки прем вверх. Да? Очень импульсно это выглядит. И поэтому мы можем сейчас, наверное, сказать о том, что у нас пошла пятая волна внутри пятой волны внутри пятой волны. И у нас в целом потенциально могла завершиться первая внутри пятой в пятой. Потом пойдет вторая, третья, четвертая и пятая. То есть потенциально мы можем продолжать еще этот рост. На дневном же графике видим плохие продажи, поэтому точка входа здесь может быть такая. Покупка на пробой, стоп-лосс под минимум. Вот таким образом вы можете попробовать заходить в позицию. Ну и говоря, конечно, о подтверждении наличия этой самой покупки. Вот эта покупка была открыта здесь. Секунду. Эта покупка была открыта здесь с небольшой просадкой. Дальше мы вышли в прибыль. Здесь была открыта продажа. И в общем-то в начале это даже сыграло свою позитивную роль. Однако очень быстро вынесли. И мне пришлось зарезать эту продажу, открыв покупку. Сейчас эта покупка приносит значительный финансовый результат. Движение порядка 3,5%. Поэтому потенциально рост, скорее всего, мы продолжим. Теперь мы смотрим с вами на Газпром, который я временно не торгую, потому что основное это снижение я торговал одной сделкой буквально. Очень хорошо получилось. 26% прирост просто одной сделкой. Очень хорошее движение. Ну так вот, на месячном графике мы видим сильные продажи, потом продажи стали послабее в последний месяц, как вы видите. В общем-то, наверное, ничего страшного, однако коррекцию я все-таки ждал бы в рамках волны 4. Было бы здорово ее, конечно, видеть куда-нибудь сюда, на 150. Для чего? Для того, чтобы еще раз круто прокатиться до уровня 110. Потому что если наша коррекция будет маленькой, долгой, во-первых, здесь нет никакой прибыли в этом движении, или почти нет никакой прибыли в этом движении, да, и во-вторых, снижение будет уже не таким громким, опять же, в этом движении вряд ли будет какая-то серьезная прибыль, поэтому хотелось бы увидеть хорошую волатильность, хорошую коррекцию к уровню 150, мы на этом заработаем, а потом на снижении круто также заработаем. Вот такой мой план. На недельном графике мы видим, что были серьезные достаточно продажи, и в последнюю неделю мы видим слабые покупки. Однако, наверное, эти слабые покупки глобально в целом указывают нам о том, что снижение будет продолжено, поскольку покупатель очень и очень слабый. Однако на дневном графике у нас есть локальная слабость продавца и недоделанная коррекция. Так, во-первых, на дневном графике я ожидаю, что вот у нас идет третья волна, внутри которой мы не завершили четвертую и пятую волну соответственно. Как мы делаем эту самую четвертую волну? У нас есть следующие форматы. Типа сделать волну А, Б, С, Д, Е. И тогда у нас будет какой-то типа странный треугольник. Так, волна А, Б, С, Д, Е. Значит, с двумя лоями и тремя хаями, и затем мы продолжим вниз, сделав здесь уже более качественный ложный пробой с этим минимумом отметкой 110. Да, то есть и только потом мы отправимся на коррекцию в четвертую волну на дневном графике, которую я рассматриваю на 130. Кстати говоря, то есть вот в этом боковике, в области там 130-110 мы пробудем еще какое-то время и только потом пойдем на 150, на вот желаемую отметку, которую я называл. Пока что это не видится возможным. Что мы сейчас видим? Мы видим, что у нас был не очень сильный продавец и затем последовал не очень сильный покупатель. Это, кстати говоря, проблема. Но здесь был сформирован спринг с участием повышенного объема и захватом ликвидности. Смотрите, вся дельта краснющая. То есть, по большому счету, после этого мы должны бы все-таки расти. Однако этого роста почему-то у нас не происходит. Как мы двигаемся на часовом? В рамках маржинального приоритета, вот у нас маржинальная зона 1/2, здесь заканчивается на 12400 примерно. Мы эту маржинальную зону еще не пробили. Значит,
пока что мы рассматриваем все-таки, наверное, шорт. Далее мы можем смотреть на волну А, Б. И дальше у нас должна получиться волна С. Кстати говоря, у нас же здесь обновление минимума произошло. В целом можно представить себе, что здесь произошел либо убегающий, либо расширяющийся флэт, которые в целом выглядят вот так вот. Да? И вот эти выделенные цели, а также здесь и здесь, это как раз таки цели для расширяющегося флета. В целом я бы ориентировался, наверное, все-таки на эти цели 13250, 13500. Это связано с тем, что я их отсчитал на размер гэпа, который здесь произошел по фьючерсу из-за смены контракта. Вот. В общем-то, мы можем рассчитывать на более верхние уровни. В рамках этого движения у нас должно быть 5 волн роста. Вот у нас кусочек первой волны. Нет, извините, вот у нас первая волна, вторая волна. Дальше пошло какое-то хлипкое движение в рамках первой волны, второй волны, затем будет там третья волна, четвертая волна, пятая волна. Таким образом мы сделаем третью волну, четвертую волну, пятую волну. То есть по большому счету вот к этим уровням мы действительно можем еще прийти. Я бы рекомендовал вам рассматривать это так, поскольку по Газпрому открывают очень большое количество продаж. Вы видите, что цена совсем не падает. Это говорит о том, что продавец скорее несостоятельный. Поэтому точку входа на дневном графике тут, к сожалению, достаточно проблемно придумать. А вот на часовом графике супер спекулятивный, только на понедельник. Да? Здесь точка входа в лонг, считайте текущая цена, стоп-лосс 12.025. По фьючерсу на ГЗУ24, разумеется. По ВТБ мы будем чуть-чуть побыстрее, чем по остальным активам, потому что по ВТБ у нас сейчас нет торгуемого фьючерса, негодяи эти. У меня по системе, а я не сориентировался, что они отключат торговлю фьючерсом, у меня по системе была покупка, и значит эта покупка сейчас бы находилась, не то чтобы сильно, но тем не менее в плюсе порядка 3,25%, что хорошо. А на фьючерс торговлю отключили, и поэтому, в общем, прибыль без меня ушла. Ну ладно. Короче, мы пришли в зону покупок на месячном графике. Из месячного графика, значит, мы пока видим, не пока, а точно видим, что цена выросла хуже, чем она росла когда-то ранее. Плюс снизились объемы. Вы это видите, я надеюсь. Снизился объем, снизился результат. Это говорит о том, что покупатель сейчас на месячном даже графике хуже, чем на недельном. Хуже, чем ранее. Да, то есть глобально это говорит о снижении. То есть я бы целился уже в следующую зону покупок. А может быть, чем черт не шутит, и обновление исторического минимума. Посмотрим. Ну, а пока на недельном тайме мы подбираемся к пробитому ранее уровню. Он очень хорошо держал. Значит, цену, вы видите, раньше мы росли как за раз, два, три, четыре, 5 недель. Потом мы росли хуже за раз, два, три, четыре недели, да, но пятая совсем плохо, да. Ну и в конечном итоге здесь слабые покупки, ну и пробили. Было бы клево вот здесь увидеть слабые покупки, но они тут и были в начале недели, то есть вот он этот рост. И в конечном итоге свалили его. Там это было на мыслях о дивидендах, очередных мыслях о дивидендах ВТБ. Со стороны ВТБ, конечно, были эти мысли. Ну ладно, короче, видим сильного покупателя в рамках последней недели с повышенным объемом. Поглотили мы эти слабенькие продажи, здесь накидали много объемов. В целом здесь, наверное, не происходит ничего интересного, кроме того, что мы подходим к очень важному уровню. Вот этот уровень называется Break and Rise, значит, вернее, Back to Ice. Вот здесь, когда мы его пробивали, это Break and Rise, прыжок под лед и, соответственно, пробой под лед. И, соответственно, сейчас мы к этому уровню возвращаемся. И нам осталось посмотреть с вами всего лишь навсего только дневной график для того, чтобы мы с вами могли сделать какое-то мнение. Итак, я рассматриваю, если глобально на эту картинку смотреть,
мы идем в рамках 5 волн снижения. Есть первая, есть вторая, есть третья, есть четвертая. Четвертая протестировала завершение первой, а также каждая следующая волна здесь получилась больше предыдущей. То есть каждая коррекционная больше предыдущей коррекционной. Каждая импульсная больше предыдущей импульсной. И, соответственно, последнюю импульсную мы ожидаем больше, чем предпоследняя импульсная. Да? Ровно так и произошло. Мы даже все цели выполнили, все необходимые. Но в рамках пятой волны вот этого вот последнего движения, даже вот этого вот последнего движения, у нас тоже ведь есть 5 волн, как и во всех других импульсных волнах. Итак, мы здесь видим первую волну, вот она здесь закончилась. Дальше вторая волна, вот вторая волна. Затем третья волна с сильным снижением. И у нас может получиться точно так же, что четвертая волна протестирует завершение первой. Это очень близко. Осталось совсем ничего, вот до сюда пройти. Это от текущей цены еще 8%. 8% и у нас создастся еще одна уникальная ситуация с еще одним большим снижением, где каждая следующая волна будет больше, чем предыдущая. Но не смотрите, что здесь все так начеркнуто. Это я себе просто так цели помечаю, заранее картинку рисую, чтобы не забыть. Ведь забыть очень просто, вы понимаете. Столько активов, столько планов можно настроить и все забыть. Поэтому вот отслеживаем. Значит, мы видим хороший рост в течение недели. Вторник, среда, четверг, пятница слабые продажи. Это говорит ни о чем другом, кроме как о тесте уровня 0.02060 и входе в лонг до уровня 0.02280. Пока сплит обратный не произошел, цены такие. Там, когда пересчитают на 50 рублей, посмотрим, какие цены, какие будут цели. Но в целом картинка, она не меняется. Да? Здесь, именно здесь завершение первой волны. Вот здесь. Я рассматриваю его. Поскольку первая волна у нас шла вот как-то так. Первая, вторая, там, третья, четвертая, пятая. Понимаете, еще одна расширяющаяся диагональ внутри первой волны, внутри пятой волны. Вот такая история. Кстати говоря, очень много покупок сейчас. То есть вот здесь было очень много продаж в этом боковике. Из этих продаж стали выходить. Вот здесь кластера появились. Тоже обратите внимание. Слушайте, ну может быть здесь и получится перезайти. В общем-то 0.02060 нормальная точка входа. Вот у меня здесь должен быть где-то открыт лонг по фьючерсу, который, ну понятно, не открыт. Осталось у нас с вами всего два актива. Это магнит на месячном и недельном графике, а также дневной и часовой, и Роснефть. Значит, по магниту первый месяц продаж был очень мощный, второй слабее. Мы дошли до зоны покупок. У нас увеличился наконец объем, стали появляться дельта продаж. То есть продавец уходит, появляется больше продаж. Глобально я считаю, что у нас идет третья волна. В рамках этой третьей волны невооруженным взглядом видно 3 волны. Сейчас идет четвертая, затем должна быть пятая с целью как минимум на 8900, максимум, думаю, 9938. Ну, считайте 10, округлим. На недельном графике не так давно была большая покупка на сумму в 250 тысяч лотов, округлим это значение. Покупка очень большая. Мы приблизились в зону покупок, и как вы видите, продавец не может ее пробить. В общем-то, отсюда действительно возможен рост. Но можем ли мы скорректироваться на еще более глубокий уровень, например, на уровень 5200? Давайте посмотрим. 5200 уже не думаю, поскольку внутри третьей волны диагонали быть не может. Я считаю, что внутри третьей волны вот здесь была первая завершена, вторая волна, третья волна. Значит, четвертая должна быть завершена где-то здесь, и либо у нас будет вот примерно такое движение, да, и тогда мы продолжим расти. В рамках третьей волны на 8900, на 9900. На дневном графике и на часовом мы видим, что с одной стороны у нас слабеет покупатель, здесь покупки были мощными, здесь слабее, здесь совсем слабые, ну и продавец выдыхается. Плюс
В целом мы двигаемся вот в таком своего рода флете. То есть вот здесь у нас цена падала, росла, падала, отрастала, снова. То есть усилий продаж было приложено много, а результат у этого было получено не очень много. Да, не так, как здесь. Поэтому я считаю, что у нас должна быть волна B до уровня 7020, 7050, куда-нибудь сюда. И мы свалимся обратно на 6100 для того, чтобы сделать ложный пробой с отметкой 6200, например. Поэтому в целом, наверное, я бы порекомендовал здесь точку входа в лонг на 6400 со стопом 6300, чтобы заработать вот эти вот, скажем, при риске в почти 2% мы могли бы заработать там 10%. Соотношение больше, чем 1 к 5. Это очень и очень хорошо. Вот это движение за импульс назвать мне очень трудно. Скорее всего, это волна А это была волна Б, которая в свою очередь снижалась как волна 1, 2, 3, 4, 5. Это мы сделали волну А, вернее малую А. Дальше была малая Б. Затем была волна С. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она волна С. Сделали зигзаг, расширяющийся флет рисуют нам. То есть у нас потенциально будет цель 140-160%. Сюда же выпадает. Сюда же выпадает наша цель. Я думаю, здесь мы прекратим наш рост в рамках волны B и будем снижаться в рамках волны C, но не сильно. Зона покупок, которую мы смотрели с вами на недельном графике, очень и очень прочная. Далее мы смотрим на Роснефть, которая последний актив. Роснефть, которая в рамках месячного тайма показала, честно сказать, не бог весть что. Закрытие получилось плохим, с чем не сравни. Однако остаются надежды и остаются перспективы, желания. На Роснефти, на месячном графике мы видим попытку сделать, даже не попытку, а сделали ложный пробой. Их было даже целых два, однако на сниженном объеме. Это, кстати, негативно. На сниженном объеме. Но, с другой стороны, продавец, например, вот здесь, давал некоторые усилия на продажу и ничего не получилось. Плюс мы находимся в зоне продаж, из которой раньше падали лихо, а сейчас вообще не падаем, то есть мы только остановились во флэт. Этот флэт мне раньше рассматривал как треугольник, теперь я рассматриваю как тройная тройка W, X, Y, X и вот такая вот волна Z, внутри которой была волна А, Б и С, предположим. Вот. Учитывая, что на недельном графике очень хорошо читаются вот эти ложные пробои, а вот на недельном графике, кстати говоря, здесь был сниженный объем, вот здесь был повышенный объем. Это хорошо. Следовательно, мы можем представить себе картину, в которой мы будем расти. Вот. Мне было бы интересно, конечно, протестировать еще вот эти уровни 512. Здесь очень большие объемы ранее были проторгованы. Очень серьезный выкуп. Однако, как вы видите, ничего, значит, мы не протестируем. Может быть, уйдем. Но все-таки реально рост выглядит очень заманчивым. Сейчас мы посмотрим на дневной и на часовой таймфреймы для того, чтобы сделать своего рода, скажем, окончательный вывод из ситуации, что же мы видим. Ну вот я уже сейчас могу прикинуть для себя, возможно, сужающуюся диагональ в рамках для первой волны. То есть здесь была завершена волна Z. Дальше у нас пошла первая волна на часовом графике, в рамках которой, вот она выглядела вот так. Первая волна, даже не так, давайте. Первая волна, вторая волна, скажем, третья волна, четвертая волна и пятая волна. И вот здесь каждая следующая волна была меньше предыдущей. Да, то есть вы это видите. Потенциально это может быть сужающаяся диагональ. Следовательно, потенциально здесь была сделана первая волна вот такая. Дальше коррекция будет во второй на 542. Дальше будет рост в третий, четвертый и пятый там дальше, вы понимаете. Завершив здесь 5 волн, мы завершим здесь одну. Ну, скорее всего, мы придем сюда, на этот хай, на 607. Затем будет коррекция небольшая и дальнейший рост. В общем-то, на дневном графике мы видим, что у нас есть объективная слабость продаж. Значит,
Здесь продажи, вот здесь продажи, сравнивая эти и эти продажи. Раньше мы уходили сюда, теперь мы ушли только сюда за один день. Вы видите эту разницу. Сравнивая эти продажи с этими продажами, вы тоже видите разницу. Сравнивая эти продажи с этими продажами, вы тоже видите разницу. То есть продавец все хуже и хуже работает. В общем-то, мы можем сказать, что действительно первая волна могла бы быть завершена. Это не повод шортить, но это повод искать точку входа в лонг. И я надеюсь, что мы с вами ее найдем где-нибудь в области 542, 544, 540. Сформировав здесь ложный пробой, у нас получится отличная ТВХ с коротким стопом, и мы будем расти. Мы будем расти вплоть до уровня 760 рублей по данной акции. Я очень жду именно 760 рублей. Да, 760? Да, 760 рублей по данной акции в рамках пятой волны на недельном таймфрейме, в рамках третьей волны на месячном таймфрейме. Вот такие у меня мысли, идеи и ожидания. Я надеюсь, вам этот обзор был полезен, понятен, приятен и интересен. Я вам всем желаю очень большой удачи. Всем пока!